Тыква – род травянистых растений семейства тыквенные. Под словом «тыква» в России обычно понимается вид тыква обыкновенная и широко распространенный и культивируемый как пищевое и кормовое растение. Овощ с удовольствием употребляется в пищу, используется для профилактики и при лечении многих заболеваний. Предлагаем вам информацию о полезных свойствах тыквы. Состав тыквы. 90% – вода. 10% – витамины А, С, В, В2, Е, Р, Т, каротин в 5 раз больше, чем в моркови, белок, клетчатка, минералы, сахар. Тыква – это естественное средство очищения организма для выведения жидкости, улучшения пищеварения в качестве мочегонного средства. Ее применяют в программах лечебных диет для улучшения зрения, обмена веществ при гипертонии, туберкулезе. В профилактике онкологии она также эффективна. Тыкву разрешается употреблять как детям, так и взрослым. Избегать следует лишь при индивидуальной непереносимости продукта. В список тех, кому ее нужно ограничить либо устранить из пищевого рациона, входят люди, имеющие тяжелую форму сахарного диабета. Обладая высоким гликемическим индексом, она стимулирует резкое повышение сахара в крови. Если же употреблять, то только приготовленный овощ, не сырой и после консультации с врачом. Пониженную кислотность желудочного сока, гастрит, тыква стимулирует ощелачивание. Заболевание ЖКТ из-за наличия салициловой кислоты, которой особенно много в семечках. Кишечные колики, вздутие живота. Полезные свойства тыквы. Для печени. Нормализует проходимость желчевыводящих протоков. Способствует регенерации клеток. Выводит плохой холестерин. Улучшает углеводный обмен. Приводя в порядок работу печени, параллельно улучшают состояние связанных с ней органов, системы мочевыделения, кишечника. Для сердца. Плохой холестерин поддается действию важного овоща благодаря фитостеролам, входящим в его состав. Его устранение влияет на снижение риска появления атеросклероза, тромбоза, инфаркта, инсульта. Кальций и магний, находящиеся в тыкве, укрепляют сердечную мышцу, снижают давление. Семена предотвращают ишемическую болезнь сердца. Витамин К принимает участие в образовании тромбоцитов, влияя на свертываемость крови, снижая риск анемии. Для детей. Тыквенные блюда полезны любому малышу, если нет индивидуальной непереносимости или противопоказаний. Кладезь полезных веществ укрепит здоровье, сделает спокойным сон, станет мягким средством для работы почек, сердца, желудка. Пищеварение после ее приема нормализуется, иммунитет укрепится. Если появились глисты, при правильном приеме разных частей овоща, они уйдут. Для мужчин. Тыква полезна и мужчинам. В ней содержится много цинка, который важен для репродуктивной системы, потому что он усиливает сперматогенез. Употребление сока плода, семечек еще в древние времена считалось средством для поддержания тонуса мужской силы в целом. Если беспокоит предстательная железа, поможет клизма с отваром тыквы или микроклизма из ее масла. В гинекологии. При цистите, пиелонефрите. Употребление ее при климаксе снижает негативные действия этого периода. С целью профилактики бесплодия ее также советуют. Масло полезно при эрозии и воспалении шейки матки. При мастопатии рекомендуют тыквенные компрессы. Кроме этого, женщины могут включить тыкву в свой ежедневный рацион, ведь она помогает оставаться спокойными, избавляет от переутомления, укрепляет ногтевые пластины, волосы. Очищает кожу от прыщей. Антиоксидантные свойства способствуют омоложению. Витамины А и Е препятствуют появлению первых морщин, железо влияет на цвет лица. При беременности. Для беременных ценна мякоть сырого плода или свежий сок. Они являются источником витаминов и помогают при токсикозе. Успокоить рвоту поможет и тыквенный отвар с лимонным соком. Для похудения. Тыква довольно низкокалорийный продукт, на 100 граммов сырого, не подвергшегося термической обработке продукта, приходится всего лишь 28 кал. Конечно, калорийность тыквы при ее приготовлении повышается, это зависит от того, как вы приготовите продукт. Если вы запечете тыкву в духовке, ее калорийность практически останется такой же. А вот если тыква будет в молочной каше, да еще с маслом, то соответственно калорийность конечного продукта будет зашкаливать. Поэтому при употреблении в пищу тыкву для похудения выбирайте способ приготовления, который исключает калорийные добавки. Как выбрать самый полезный плод? Для того, чтобы получить от тыквы максимально возможный лечебный эффект, ее нужно правильно выбрать. Правильная тыква, равномерно окрашенная, без повреждений.
Не нужно гнаться за размером, лучший вес от 3 до 5 к. Форма тыквы значения не имеет, но некоторые диетологи советуют использовать семечки только из округлых плодов. А вот самые сладкие – это тыквы продолговатой формы, с мякотью насыщенного красно-оранжевого окраса.